Итак, всем доброе утро. Я сегодня практически не спала, но это, наверное, последнее за сегодня. Сниму и немного отдохну. Вы просили, чем можно помочь своим мужьям, сыновьям, братьям. Я вам дарила ритуал просить помощь для любимого. Сказала, что это в некоторых случаях может подойти и для сына, и для брата. Но сейчас я хочу вам подарить именно ритуал для мужчин. Кстати, Ошун подарит удачу мужчинам. Очень даже сильная работа. Поэтому это для мужчин, чтобы вы знали. Если нужно кому-то, Ошун – это богиня, которая любит мужчин больше, чем женщин, и одаривает их имуществом и богатством, если они просят, обращаются. Итак, дорогие друзья, сегодня вам дарю ритуал Вуду. Помочь мужу, брату и сыну. Для своего отца этот ритуал не подходит. Этот ритуал могут совершить мужчины в том числе, если они просят для себя. Я сейчас объясню, что для этого нужно. Для этого нужно определенные вещи найти, потому что Вуду – это не простая магия. И если вы хотите обращаться к духам Вуду, и чтобы они действительно помогли, действенно, чтобы это все было, вы должны сделать так, как здесь сказано. Во-первых, вам нужно купить чечевицу. Вот она, чечевица. Нут. Это восточный горох. Продается и в магазинах можно купить, и отдельно продаются нут. И лен, семена. Также взять лимон, лавровый лист и цветной напиток, потому что духи Вуду любят цветной напиток. Как правило, редко водку используют. Свеча или золотая, или желтого цвета. Алтарь черный. Делать можно, в принципе, любое время. Сейчас покажу, каким образом. Да, нужна фотография того человека, которому вы хотите помочь. Через покровителей мужчин женщина вызывает помощь и подмогу для своего мужа или сына. Если вы для них, для всех хотите, нужно отдельно для каждого делать. Но вам нужно найти вот эти ингредиенты, потому что духи Вуду, как правило, они любят злаки и так далее. Хотя это на языке суахили составлена работа, но есть и элементы сантерийской магии. Но это не имеет значения для вас. Вы, главное, делаете, как я говорю. Значит, берете, перемешиваете все. Неважно, какой рукой, главное, нужно перемешать. Нут, чечевица и лен, семена. Лен продается семенами и в аптеке продается, и в торговых центрах продается. Хотите сделать как положено, значит, следуйте этой инструкции. Далее берете лимон, выжимаете этот лимон. Необычные вкусы у духа Вуду. Они могут... Что такое, пусть? Кого-то увидел, побежал. Они могут сладкое с горьким, как угодно. Ты его кушать не будешь, пусть я зря не смотри сюда. На, иди нюхай. Вот. На, нюхай. Будешь? Ты будешь лимон?
Не будешь. Вот видишь? Все, иди, давай. Не мешай мне. Далее. Напиток. Здесь особо много не нужно, главное для запаха. Вполне достаточно. Теперь зажигаем свечу. Ногти никак не пойду, не сделаю. Представляете, времени нет. Они так быстро растут. Лавровый лист. Зажигайте и бросайте туда. Ну, некоторое количество. 6, 7, 8, как хотите. Они любят запах лавра. Он необычный. Лавр использовался испокон веков как призывающий удачу, изгоняющий духов бедности и нищеты. Ну, естественно, с особыми ритуалами, не просто так. Горит он так интересно прямо. Так. Не забудьте, что должна быть фотография. После того, как вы начитаете, а читать нужно 20 раз, свечу нужно потушить. Можно и в другом ритуале использовать вуду. Ой, запах необычный. Вот теперь я понимаю, почему они так любят. Я иногда, когда делала подношения, изначально не могла понять абсурдность вот этих подношений. Вуду нужно до особой ступени подниматься. Ну, я об этом уже рассказывала. И, естественно, ты изучаешь и узнаешь все эти подношения и прочее, прочее. Я не могла понять, почему вот это с этим нужно. Это какой-то непонятный вообще как бы момент. А потом на утро, когда запахи идут по дому, ты понимаешь, это такие пряные, необычные запахи. И духи Вуду питаются этими запахами. Все. Значит так, 10 раз читайте. Нужно потушить свечу пальцами. И оставляете фотографию и вот это все. Часа на 3. Через 3 часа это можно выкинуть. То есть духи питаются вот этими ароматами и исполняют то, что вы хотите. Когда у вас начнет получаться, относите под дерево. Точно так же чечевица, нут и лен. Перемешивайте дома. Сверху выжимайте лимон, наливайте напиток немного. Ну, можно в банке это сделать. Закрыть, вынести, открыть банку и оставить под деревом. Без слов, без ничего. И уходите. Это ваш откуп. Точно так же вы подносите. Это подношение духом после того, как ритуал, который вы совершили, получился. Что вы просите? Вы призываете покровителей мужчин, духов, покровителей мужчин и богов, для того, чтобы они дали помощь, позволили ему стать удачливым, направили правильно его дела и так далее. Где нужно произносить его имя, я вам скажу. Итак. О Губва, Миунджу, О Роха, Валинзи, Ванауме, Века, имя человека, Утаджири, Набахати, Нзури, Нисаидис, имя,
куфиция, ику, моджа, квамоджа, кваке, тхахабу, мито, тоа, кваке, бахати, нзури, песа, лазима, мавас, Ильяно, Кударики, Квамаиша, Таджири, Аше. Если у вас есть терпение, естественно, Яна всегда набирает текст, она наберет. Но я еще раз прочитаю и объясню, в каком месте нужно называть имя человека. Если человек на себя читает, то он называет свое имя. Но это только для мужчин. Либо женщина читает для мужчины, либо мужчина для себя читает, потому что здесь призываются покровители мужчин. Еще раз говорю, если вы хотите, чтобы дела вашего мужа или сына пошли в гору, есть несколько условий. Во-первых, вы должны несколько месяцев уже быть на канале, уже делать некоторые вещи, видеть результат, уже быть благодарны силам, уже уважительно относиться к этим силам. Только тогда трогать такие работы. Просто так случайно люди не должны такие работы трогать. Меня замучили постоянно вопросом. А вот можно вот сексуальную привязку. Со своего колхоза придут первый же день и хотят сексуальную привязку делать. А ведь там ясно, четко русским языком сказано. Для лидеров, для людей, которые уже другие работы испробовали и поняли. И постепенно уже идут к тому, чтобы усиливать и усиливать свою энергетику. Простые люди тоже разные, понимаете? Есть простые люди разумные, есть простые люди недалекие. Поэтому, когда говорю для простых людей, это не значит, что для всех подряд это можно. Или приходят вот на великое богатство. А что мне делать? А у меня вот меха нет, а вот золота нет, а я вот как я проведу? Русским языком сказано, начинайте с малого. Сначала заговоры на деньги, шепотки, постепенно поднимаясь до того, чтобы уже накопить на вот эти вот работы. Сразу великое богатство вам никто не даст. Понимаете, нереально это все. К этому надо прийти, надо свою энергию приучать к этому постепенно, одно, второе, потом сильнее, сильнее и так далее. То же самое здесь. Если вы пришли 2 дня на моем канале, сидите, тут же возьмете делать своему мужу, ничего не получится. Нужно, чтобы вы уже знали эти силы, чтобы вы уважали эти силы, уже понимали, с кем имеете дело, кто они, что они, настолько уважительно и с почетом, чтобы они вас услышали и помогли. Вы для них, если пока никто, они вас не услышат. Это раз. Во-вторых, если ваш муж смеется над этим всем, называя это все ерундой, эти духи ему не помогут. Поэтому не стоит даже тревожить их. Ваш мужчина должен уважать то, что вы делаете. Должен понимать и должен уважительно относиться. Если даже он боится или не хочет это все затрагивать, по крайней мере, он не должен высмеивать эти силы. Духи Вуду, они очень мстительные, учтите. Очень, когда они дают что-то человеку, стоит 5 секунд не так подумать даже, уже наказание готово. Они очень сильно работают, очень быстро работают, но если человек как-то их задел, они сразу же могут ответить и очень резко ответить. Учтите это. Поэтому, если вы не готовы к этому, если вы в сомнениях или ваш мужчина в сомнениях, не трогайте. К этим силам со всем уважением, и тогда они помогут. Они так помогут, что вы сами удивитесь, как они с мертвой точки двинут дело и вообще все что угодно. Этот ритуал применяется только для того, чтобы помочь ему идти вперед, подняться к материальным благам. Этот ритуал не используйте для того, чтобы мужа вернуть или какую-то ерунду еще делать. Итак, начнем. Еще раз. О Кубва, Миунджу, О Рохо, Валинзи, Ванауме, Века, имя. Утаджири, Набахаты, Нзури, Нисаидис, имя. Куфикия, Ику,
Моджа, ква моджа. Кваке, тхахабу, мито. Тао или тоа, одно и то же. Кваке, бахати, нзури, песа. Лазима, мавес ильяно. Кударики, ква маиша, таджири, аше. Я надеюсь, что все поняли, о чем речь. Пользуйтесь во благо, помогите своим мужьям, сыновьям, если они боятся или нерешительны, или не знают, как быть, или вы сами решили за них пока сделать. Но учтите, все же духи любят, когда человек сам к ним обращается. Они помогут. Раз, два, три, 4, 20 раз помогут. Но в любом случае, рано или поздно они захотят, чтобы человек их уважал и просил сам. Всем удачи!